Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу очень подробно, как сделать вот такие разноцветные декоративные листы и разделитель в ежедневник. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Не забывайте заглядывать в описание под видео, там всегда много нужной информации, разные ссылки на интересные мастер-классы. Поехали! И для создания первых листиков мне понадобится бумага, которую я беру из обычного альбома для рисования. Они продаются в любом канцелярском магазине, отличаются только дизайном обложки, бумага в них практически идентичная. Бумага не такая тоненькая, как, например, для ксерокса, но и не такая толстая, как акварельная, что-то такое среднее. Далее из материалов таких вот прям нужных понадобится такая широкая кисть. У меня это для акварели, но можно взять даже и строительную кисть. Я ее тоже пробовала, тоже хорошо получается. Она нам пригодится для смачивания листа водой. И потом мы с вами на этом листе будем делать всякие акварельные эффекты. Но здесь вот такая фишка. Кисточка должна быть действительно широкая, чтобы как можно большей площади она намочила сразу лист. Потому как такая бумага, она очень быстро сохнет. И для того, чтобы мы успели сделать какие-то акварельные эффекты на ней, нужна большая площадь для смачивания водой, чтобы мы на ней что-то успели сделать. Акварель, еще понадобится вот такая небольшая кисточка для самих эффектов и вода. Я уже разрезала листы, как мне удобно, напополам. И давайте же приступим. Можно постелить клееночку. В качестве клеенки я использую обложку от самого альбома для рисования. Итак, действуем мы очень-очень быстро. Я беру кисть и сейчас очень быстро смачиваю этот лист водой. И пока это все не высохло, сейчас будем делать всякие акварельные эффекты. Другой кисточкой делаю вот такие вот мазки разными цветами. Это потом высохнет и потом будет чуть-чуть бледнее. Так, первый листик у нас готов практически. Оставляем бумагу сохнуть. Вот такие красивые переливы получились. Приступаем ко второму листу. Как только у нас листы высохли, они немного скукожились, сейчас мы их прогладим утюгом на очень-очень низкой температуре. Ну вот наши листы для самого ежедневника или для начальной страницы месяца готовы. Посмотрите, какие они все получились интересные. Самое любопытное в том, что даже если вы захотите повторить и сделать один и тот же лист с одними и теми же эффектами, то результат всегда будет разный. В этом и прелесть вот этого вот способа. Свои вот эти листики я использую для начальной страницы месяца. Здесь у меня был апрель, посмотрите, это просто брызги на мокром листе. Если хотите менее насыщенный цвет, то просто берите меньше краски и разбавляйте ее водой. Если хотите более насыщенный цвет, то берите больше краски, например, вот как на этом листе. Прям такой яркий получился. Для самих разделителей я беру более плотную бумагу. Эта бумага у меня для акварели, вот такого вида от Palazzo, 280 грамм. Она достаточно плотная, и если даже ее потом заламинировать, будет очень хороший разделитель. Кисточка у меня с острым кончиком, очень хорошо подходит для написания мелких деталей и, собственно, сама акварель.
Ну вот, по сути, наш разделитель готов. Здесь можно дорисовать еще больше сердечек или нарисовать больше перышек. Я показала лишь идею, а там вы уже сами убавляете или прибавляете те элементы, которые хотите. Свои разделители я обклеила скотчем, потому что у меня нету ламинатора, но скотч очень хорошо справляется с этой задачей. И ничего не видно, и теперь разделители даже воды не боятся. Я очень надеюсь, что вам видео понравилось и сама идея понравилась. Обязательно попробуйте украсить свой ежедневник такими разнообразными листиками, и я уверена, что это поднимет вам настроение и будет поднимать его каждый раз, когда вы открываете свой ежедневник. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. Желаю вам отличного настроения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!